Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 8 октября 2018 года. Начнем с вопроса от Кирилла. Немного я его сокращу, он достаточно запутанный. Те, кто заинтересуется, могут найти у нас на форуме. Это вопрос от 4 октября, задан в 19:15. Вопрос следующий. В выпуске от 24 сентября нашей передачи «Вопрос-ответ» вы сказали, что глобальному предиктору нужно, чтобы ИГИЛ, теснимый Ираном, принес войну в Европу и Россию, а за ним пришел и сам Иран. Но вы же говорили, что для ГП необходима временная устойчивость России, а не ее крушение. Плюс из-за России нужно сохранить временную устойчивость и самой Европы. Как это все сочетается? Все очень просто. Даже в том вопросе-ответе я прямо говорил о том, почему, как и зачем. Человек не услышал. Это большая проблема, когда человек слышит не то, что говорят, а то, что ему хочется услышать. И это происходит потому, что любая информация, которую мы даем, она сгружается не в пустоту, а она сгружается на готовые стереотипы обработки информации. А современное состояние информации, она таково, что люди мыслят состояниями, а не процессами. И многие посмеиваются над определением Черчилля, что политик – это тот, кто должен объяснить, чем грядущие события грозят обществу, а потом объяснить, почему эти угрозы не реализовались в жизни. Но на самом деле здесь как раз сама суть мышление не на основе процессов, а на основе состояний. И тогда нужно, конечно, объяснить, какие угрозы грозят, а потом, почему они не состоялись. Что касается Ирана, ИГИЛ, Европы и России, то все очень просто. Любое мероприятие, любое большое дело начинается с плана. Но план при осуществлении управления социальными суперсистемами никогда не реализуется на 100% и может не реализоваться вообще, если человек не понимает, где и как скорректировать собственное управление, и если человек в своем плане не учел каких-то фундаментальных вещей. Приведу такой пример. Когда Гитлер и его генштаб планировали напасть на Советский Союз, у них все было расписано. И где-то это выполнялось, а где-то это тормозилось. Выполнялось в результате военно-фашистского заговора в Красной Армии, а тормозилось в результате истинного патриотизма советских граждан, солдат Красной Армии. То есть, нужно понимать простую вещь. Процесс, он показывает то, как развиваются события. И тогда любое событие, которое происходит, оно не вносит сумятицы, не рушит картину мира, а только дополняет новыми красками то, что происходит. И человек, разобравшись, ухватив суть процесса, он будет видеть целое. Если же он видит статичное состояние, то каждый раз какое-то событие будет ему рушить картину мира, ему надо будет заново выстраивать. Так и здесь. Когда вторглись в Советский Союз, они столкнулись с сопротивлением. А это сопротивление просчитать уже было невозможно. План вторжения есть, цели поставлены, основные направления деятельности есть, но сталкивается с конкретным противодействием, в результате этого нужно корректировать процесс. Так вот,
При управлении сложными социальными суперсистемами каждый раз необходимо корректировать процесс управления, потому что есть обратное воздействие, и не учитывать его нельзя. В этом смысле, как только было сделано первое же движение в управлении, так сразу же изменилась сама обстановка, которая уже предполагает изменение и управления в рамках поставленной задачи, в рамках достижения определенной цели. Если этого не делать, а тупо просто продолжать все, то ты ничего не добьешься. Это везде. И в спорте. Вот два боксера, две футбольных команды. Планы есть, но каждый раз нужно этот план реализовывать с коррекцией. Соответственно, и этому управление глобальными, социальными, сложными суперсистемами несет в себе ту же самую составляющую. И вот что мы имеем по планам глобального предиктора. По планам глобального предиктора необходимо перенести из ныне существующих центров Европы, из ныне существующих центров концентрации управления Европы и Англии, Великобритании и Соединенных Штатов, то есть евроазиатские и евроатлантические центры концентрации управления, на новые точки базирования. Евроазиатские из Европы перенести в Иран, евроатлантические перенести в Китай. Такова задача. Им нужно создать два центра концентрации управления. Под эту задачу начали раскручивать Иран. В нем совершили исламскую революцию, создали теократическое государство, то есть начали готовить Иран на замещение лидера Саудовской Аравии в исламском мире. В плане расширения своей гегемонии Иран должен был снести Ирак. 8 лет воевали, но ничего не получилось. Пришла на помощь западная коалиция, Ирак снесли, у Ирана пошло. Дальше, следующим этапом должно было состояться то, что ИГИЛ, созданный в результате арабской весны, из создания ИГИЛа, ИГИЛ организовывает глобальное переселение народов, глобальную миграцию, которая сносит европейские государства и Россию. После этого ИГИЛ лишается поддержки, а ИГИЛ это регулярная армия Соединенных Штатов. Да и вообще любой терроризм без поддержки банковских проводок, без покупки оружия, без продажи той же нефти, он не жизнеспособен. Любой терроризм – это ответвление спецслужб определенных стран. Без этого он не существует. То есть ИГИЛ – боеспособная единица, пока она является функциональной единицей и регулярной армией Соединенных Штатов. И задача ИГИЛа была снести государства Европы, Средней Азии и принести войну на территорию России. После этого ИГИЛ лишается поддержки, и Иран зачищает с Китаем, и Китай устанавливает свой пояс и путь, шелковый путь, а Иран устанавливает свой коридор север-юг. Россия как таковая не существует и разделена на мелкие сувенирные государства. Таков был план. Но, как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Повторю, ИГИЛ – это иррегулярная армия Соединенных Штатов. План, по которому переформатируется Европа, это план глобального предиктора. А инструментарий – страновая элита Соединенных Штатов. Но страновая элита Соединенных Штатов своими внешнеполитическими целями
вошла в конфликт с целями управления в глобальной политике глобального предиктора. Конфликт вышел. И вместо игры в поддавки, ведь как должен был ИГИЛ-то организовать? Иран давит ИГИЛ, ИГИЛ организовывает массовое переселение, то есть здесь полномасштабный терроризм, вот эти массовые казни, которые на камеру совершались, которые напрягали население всей Европы и всего мира. Вот. Он отходит, Иран идет следом за ним, устанавливает полностью свой нормальный ислам, ИГИЛ сносит европейские государства, Иран приходит за ним, устанавливает исламский халифат. Почему ИГИЛ не сможет противостоять в Европе? А потому что на тот момент, как только он снесет эти государства европейские, он лишается поддержки. Нет тебе ни финансирования, нет тебе оружия, нет тебе ничего. И он просто рассыпается. Приходит Иран и выстраивает на месте Европы исламский халифат. Но американская страновая элита закусилась с глобальным предиктором, и на территории Сирии ИГИЛ уже отказался играть в поддавки к Ирану. Соответственно, у Ирана возникает задача задавить ИГИЛ, но силы не хватило. И там все пошло, все смешалось в кучу, и план оказался уже не реализован. Кто может снести ИГИЛ? Остается только одна сила. При этом эта сила, которая противостоит в плане, вот в этом плане, когда нужно устраивать шелковый путь Китая, коридор север-юг, это Индия, Иран. Вот. Кто? Россия. Россия стала возрождать свой суверенитет. Что нужно сделать для того, чтобы Россия не возродилась? Нужно, чтобы она, достигая собственные цели, выполнила задачу для глобального предиктора. Собственные цели у России какие? Воевать на чужой территории малой кровью, не допустить большую войну на территорию России. Это соотносится с целями, которые сейчас использует глобальный предиктор. Что им нужно? Им нужно, чтобы кто-то снес ИГИЛ и открыл дорогу для Ирана. Значит, что делает глобальный предиктор? Глобальный предиктор не мешает России в выполнении ее целей. Входим туда, в Сирию, громим ИГИЛ, а дальше мы должны уступить место Ирану. Но мы же понимаем, что пока во главе государства России стоит государь Путин, такого не будет. И этого не было. Помните, иранские, то мы дадим вам авиабазу подскока, то не дадим. Вот. Но и сюда же входит избитие самолета Ил-20. Почему? Потому что Россию нужно вписать за счет включения в войну в Сирии. Нужно, чтобы у нее начались такие процессы, которые бы привели к внутренней трансформации в России, к тому, чтобы здесь состоялся государственный переворот, Майдан и гражданская война. В России состоялась. Соответственно, этому нужен большой напряг. Если этого не будет, то не Иран состоится в качестве центра концентрации управления, а Россия по факту. У Ирана, повторю, изначально идут проблемы. Они изначально начали сбоить. Им даже для того, чтобы решить проблему с Ираком, потребовалась помощь западной коалиции. И Иран сейчас находится в зачаточном состоянии, как центр концентрации управления. В результате этого формат Астаны все более и более переходит под контроль России, но никак не под контроль Ирана. Даже при том, что Турцию в формат Ирана вписывают очень и очень серьезно.
формат Астаны – это объединение тюркоязычных народов. Вот. Значит, что нужно сделать? Нужно позволить России выполнить задачу по устранению проблем перед Ираном, и в результате этого Россия должна была рухнуть. У Ирана одна из самых главных проблем – это Израиль. Так или иначе им придется решать проблему Израиля. Вспомните президента Ахмадинежада, его антисионистские конференции в Тегеране. Вот. Все идеологически подготовлено. Но если Иран решит эту задачу, он дальше не сможет пойти, потому что это будет пиррова победа. Значит, под это дело нужно подписать Россию, чтобы Россия снесла Израиль. А если Россия сносит Израиль, все, внутренний взрыв, у России имеется в виду внутренний взрыв, государственный переворот, гражданская война, сувенирное государство, Россия прекращается, а Иран резко становится центром концентрации управления. В этом плане, понимаете, это процесс. А вот если не видеть вот этого процесса, а мыслить только состояниями, то как же так это получается? Вот нужно было, значит, Ирану стать центром концентрации управления, а теперь, значит, нужно 15-20 лет для того, чтобы Иран смог стать центром концентрации управления, а Россия должна обеспечить эту паузу. Но все же в этой схеме есть. Нужно только увидеть не статику, а процесс. И если этот процесс видеть, то все становится на свои места. И самое главное, еще раз, вот при управлении сложными социальными суперсистемами нужно видеть не статичные состояния, а процессы. Теоретические основы, как это осуществлять аналитику, изложены в работах внутреннего предиктора в толстых книгах.